Здравствуйте, дорогие автолюбители! Сегодня мы поговорим об охлаждении. Об охлаждении к Android магнитолам. Когда они нужны, как ставить вентиляторы и какие вентиляторы нужно ставить. Начнем с того, что охлаждение нужно только тем магнитолам, которые имеют горячий процессор. К горячим процессорам относится Allwinner. Горячий, но опять же гиговая версия не имеет смысла. И к горячему процессору также будет относиться Snapdragon. То есть для Jansun это версия V3 Pro. Там действительно нужно устанавливать вентилятор, потому что температура серьезная, и я уже делал видео, показывал, насколько она высокая. Иногда рабочая температура достигает 90 градусов Цельсия. Понятно, что при этом нужен вентилятор. Какой нужен вентилятор? И в принципе еще один есть случай, когда нужно ставить вентиляторы. Это особенность конструкции самого автомобиля. Иногда воздуховоды дуют непосредственно на магнитолу, и тогда в зимний период, естественно, нагревание магнитолы становится критическим, и даже на Mediatek процессоре происходит умирание самого процессора от перегрева. И, к сожалению, такое бывает. Чтобы этого избежать, используется вентилятор. Вентиляторы бывают разные. Есть вентилятор USB, самый простой вариант, 5-вольтовый. Он очень маленький, и в принципе его эффективность есть, но только на приборах, например, там на Mediatek процессоре, наверное, будет более эффективно. На Snapdragon эффективности почти нет. Вот есть вот такой классический вентилятор, размер его приблизительно 3 на 3, и это вентилятор как раз предназначен для этих случаев. Их можно ставить один, либо два. Как их подключать, покажу. Иногда ставят еще вентилятор большой, это фирмы Titan, тихий вентилятор от ноутбука 12-вольтовый, либо он от компьютера, и можно его тоже использовать. Но он будет достаточно большой, сзади стоять, и, конечно же, будет жужжать, даже если он тихий. Поэтому вот такой вот маленький вариант, который предлагают в том числе и китайские производители, потому что он оптимальный по размерам. Первый же вопрос возникает, где его устанавливать. В зависимости от радиатора задней, радиаторы могут быть абсолютно разные. Вот вам 3 варианта. И, соответственно, устанавливается туда и вентилятор. Но всегда принцип один. Вентилятор должен стоять там, где греется. Греется чаще всего в области процессора, либо в области усилителя звука. И, соответственно, чаще всего этот усилитель находится вот с этой части, с левой. Вот, и обычно он рядом и с питанием. В данном случае здесь должен быть вентилятор. Аналогично здесь вот место под вентилятор. И вот магнитола. Это у нас V1 Pro. Здесь у нас вот здесь нужно ставить. Тут в принципе другого варианта нет. Вентилятор прикручивать. Как его закрепить? Тут методов уже много. И, кстати, какой стороной. Ну, сама конструкция подсказывает вам, какой стороной. Вот с этой стороны есть утопленные вырезы. Соответственно, вот так его устанавливаем. И думаем, как это сделать. Ну, смотрим. В разных решеточках можно это реализовать по-разному. Так как есть свободное пространство, можно просто засверлиться. Ну, для этого нужно выбрать точный саморез. Длиной не больше, чем, допустим, пару миллиметров больше, чем толщина этой дюрали алюминиевой поверхности. И тогда можно вкрутить. Там есть всегда запас. Вы просто устанавливаете вот так вот и вкручиваете. Можно прикручивать на один саморез, можно на 2. Можно, кстати, использовать и даже суперклей по краям, приклеив сейчас хорошие склеи. Ну и вариант еще использовать затяжки. Просто взять затяжки пластиковые и затянуть через эти дырочки. Закрепить, затянув данный вентилятор. Вот, в принципе, вот 3 основных способа крепления. Иногда они бывают здесь специально готовые на некоторых моделях. В радиаторе прям есть уже место под этот вентилятор. Как же подключить эти провода? Ну тут уже ничего сложного, в принципе, тоже нет. Сам вентилятор нам подсказывает, что делать. К красному проводу тоненькому нужно подключить красный. К черному толстому подключить черный. И все. То есть АЦЦ на красный, а основной минус ground на черный. После этого при пуске вашего ключа у вас будет включаться вентилятор. Он также будет выключаться при выключении ключа. Все очень просто и примитивно. Надеюсь, это видео было для вас познавательным, и вы не будете спешить устанавливать вентилятор туда, где он не нужен. На самом деле это нужно делать только тогда, когда в этом есть острая необходимость. И я повторюсь, в каких случаях. В первый случай,
когда вы пользуетесь очень мощным процессором, например, Snapdragon, когда вы, например, пользуетесь, у вас конструкция автомобиля такова, что очень греется место, где стоит магнитола, то есть дует печка непосредственно магнитолу. И третий случай, это, пожалуй, когда вы очень сильно нагреваете магнитолу. Это может быть в жарких странах, либо вы ее сильно грузите какими-то программами. Постоянно смотрите фильмы, видео, устанавливаете, нагружаете очень сильно. Тогда, конечно, охлаждение будет необходимым. Данный вентилятор прослужит года 2. Через 2 года он наверняка начнет шуметь, и его нужно будет заменить. Поэтому помните об этом и знайте. Даже самый крутой вентилятор все равно начнет гудеть. Такая его особенность. До новых встреч. Надеюсь, вам понравилось это видео.